Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что скоро произойдет в вашей жизни? Мы не будем заранее предвосхищать, задавая конкретный один какой-то вопрос. А в целом вот это направление пусть нам покажут сами карты. Мы достанем просто 4 карты и рассмотрим, как видят карты для вашего знака зодиака на май месяц, середина мая до конца мая. Развитие событий или чем вам придется, может быть, заниматься, что для вас будет наиболее актуально. И какой прогресс видят карты тоже. Итак, 4 карты. Я оставлю ссылку для тех, кому более интересно поподробнее узнать про май месяц. Я оставлю ссылку в описании под видео на свой сайт. Гороскоп для всех знаков зодиака. Зайдите, почитайте по асценденту, по луне. Ну и остальные видео вы тоже там сможете найти. Итак, 4 карты, мои дорогие козероги. Как карты видят? И что же первое? Что скоро произойдет? По этой карте ничего не происходит. По этой карте мы в обороне находимся. Может быть, это вынужденный такой период, когда вам нужно, где-то себя больше сохранять. Или сохранять свои позиции. Нет здесь активности в этой карте. И по 9 жезлов мы всегда откликаемся только в 2 случаях. Либо нам что-то угрожает, либо не упустить чего-то важного. Держим все под контролем. Это, пожалуй, самый главный посыл. И нам говорят, нас ничто не должно застать врасплох. Внимание к деталям, внимание к тому, что говорят люди. И что они делают, кстати, потому что обещать можно многое. Но вот какая-то конкретика существует, и ничего больше. И может быть на сохранение того, что вы намереваетесь реализовать. Но где-то эта карта еще и говорит, мы о себе никому ничего не рассказываем. Но планы какие-то строим. Чего же это будет касаться, давайте узнаем, что скоро произойдет. Может быть, смена энергетики. А вот вы правильно заняли позицию. Вы очень реально видите жизнь. 5 жезлов. Я называю эту карту информационного хаоса. Либо есть человек конкретный, который, как-то поступает по-дурацки. Либо который меняет мнение. Утром он думает одно, а к вечеру он уже забыл, кому что обещал утром. Или тот, на кого нельзя понадеяться, и ответственности потребовать тоже. Вот может быть такая персона очень импульсивная, когда невозможно с ней, вроде бы, может быть, и нужно как-то взаимодействовать, или обстоятельства вынуждают, но с другой стороны вы правильно оцениваете ситуацию человека, что да нет, тут какой-то хаос действительно, когда приходится отступить полшага назад и наблюдать, как разворачиваются события, или действовать в какой-то определенный момент времени, заручившись, может быть, дополнительными знаниями. По закону у кого-то так проигрывается, или, тоже чем-то, чем вы можете буквально, может быть, припереть к стене конкретного человека, у кого-то проиграется и так. Это абсолютно точно не для всех. У кого-то вот эта позиция, такая самосохранение, именно потому или с тем будет связано, что обстановка вокруг вас, она недостаточно ясна. Так что же произойдет? И правда, для кого-то вопросы нужно решать через суд или договариваться, может быть, с высокими чиновниками, подписывать какие-то документы, ставить печати для того, чтобы оформить конкретный документ. Король мечей, избавиться от ментального мусора, это, наверное, первое направление, и быть реалистом, реально видеть обстановку, все то, что я уже сказала. Просто карта это подтверждает. Не должно быть никаких эмоций, поэтому, может быть, мои дорогие козероги, у вас такое состояние, не должен себе или не должна навредить, но вот то, что вы задумали осуществить, оно действительно как-то не может продвинуться очень быстро. Может быть, от влияния людей. Или ваш вопрос, то, что вы хотели бы для себя осуществить, он будет связан с договоренностями или с подписаниями документов, но когда тоже какую-то процедуру нужно пройти рационально, нравится это нам или нет. И здесь тоже искусство где-то мелких шагов. Не поторопиться, не пойти в разнос будет тоже важным, хотя эмоции могут где-то и захлестывать, потому что 5 жезлов – это всегда какая-то неразбериха, а вам надо перевести в
какое-то рациональное русло. Или узнать, как в отношении меня работает закон. По этой карте может быть еще и такой момент для кого-то из вас. Перекладывайте на себя, у каждого своя ситуация. По королю мечей проходят врачи или люди, работающие с металлом. Поэтому у кого-то банально. Я решил пройти обследование, чтобы о себе что-то знать наверняка. Или дантист. Или это я делаю ремонт дома. И, кстати, тоже могут пройти люди, которые работают. Вы можете пригласить специалиста для того, чтобы тоже что-то сделать рациональное наверняка. Давайте мы достанем как карту совет. Что же это такое? Дорога к счастью, мои дорогие. Вы все правильно делаете. Вот даже можно дальше, в принципе, не смотреть. Вы обустраиваете свою жизнь. Это как раз то время мая, когда этим следует заниматься. Я хочу быть счастлив. И поэтому вы все пытаетесь расставить по полочкам, разложить по местам. И если вопрос касается отношений, значит тоже, может быть, есть и отношения, которые нужно завершить, а что-то нужно продолжить. По работе аналогичная ситуация. В какой организации или каким видом деятельности я буду заниматься, где мое солнце, где мое место, там, где мне хорошо. Вы, в принципе, можете искать как место переезда. Разные вопросы можете рассматривать. Но дорога к счастью, вот она такая, немножко своеобразная. Но нет пока активных действий, потому что действия должны быть выверенные буквально. Вы знаете, вас ждет исполнение желаний, мои дорогие козероги. Это не произойдет полностью в течение мая. Все же карта мир нам говорит о дистанции. И у кого-то проигрывается конкретный переезд. Мы говорим о дистанции в километраже буквально. Или это дистанция по времени, почему я сказала, не так быстро. Дорога к солнцу – это всегда отказ от прошлого. Но и какие-то согласования. Или когда есть такое закрыть в прошлое дверь, так вот это не всегда бывает сделать очень просто. Какой-то гештальт, так вот еще мы называем, тоже придется вам организовать. Может быть, это связано с другими людьми. По аркану мир – это, в принципе, мир. Мир, покой в душе, гармония в душе. Вот что произойдет. Может быть, такая неспешность, правильный анализ обстановки, людей. Все то, что по первому ряду карт мы с вами сказали, это совершенно сейчас в мае необходимо для того, чтобы выстроить какую-то концепцию или наметить себе фарватер дальнейших действий. И нет ничего невозможного. Давайте мы узнаем, что же произойдет. Если для тех, кто собирается переехать, осуществится этот май переезд или нет. Здесь могут быть какие-то досадные, знаете, задержки в виде документов с учетом, если мы рассматриваем как взаимосвязь, то вот с учетом первых карт может быть такое. Или какой-то хаос, допустим, в виде новостей, когда изменились законы или какие-то положения, и раньше нужно было 3 бумаги, а теперь 4, предположим, и вам придется что-то дооформлять, учитывать какие-то нюансы. Итак, что же произойдет по миру? Признать свои ошибки, признать то, что, кстати, какой-то конфликт, может быть, есть у вас тот вопрос, который вы должны закрыть. У кого-то в личной жизни, у кого-то по части работы. У кого-то это могла быть история, которая связана с чиновниками. Почему нет? Или с руководителем. Когда вы не сумели договориться, и тут вы понимаете, для того, чтобы мне какой-то бонус получить или решить свой вопрос, мне придется договариваться. Всегда по 5 мечей называют эту карту первого победа. Да, мы кому-то что-то сказали. Может быть, даже правда как раз была на нашей стороне. Но мы ее подали, как мокрое полотенце. Это кому-то не понравилось. Кто-то мог психануть и затаиться. И вам придется, возможно, для того, чтобы сделать для себя что-то хорошо, искать компромисс с подобным человеком. И тогда дистанцию конфликта точно не стоит расширять. Здесь быть готовым к тому, что придется договариваться с людьми, достаточно сложными. Вот для вас в мае месяце. И у каждого в своей сфере жизни. Что же еще произойдет? Но это совершенно необходимо для вашего мира, для вашего солнца. Это как, знаете, закрыть гештальт. Это правда. Все карты дополняют, подтверждают все то, что я только что сказала по страшному суду. Это и будет тот самый компромисс. Это будет выход из какой-то застарелой ситуации. Ваши, наверное, ангелы-хранители вас подталкивают решить какой-то вопрос. Скорее, это тот вопрос, который уже не первый день стоит на повестке дня. Это зависшая ситуация, которая должна завершиться.
Но завершить ее можно путем компромисса, мои дорогие. И тогда карта мир и карта страшного суда, избавления от боли, избавления от страданий. Ну, значит, где-то нужно... Ну, это ведь согласиться с кем-то или искать компромисс, это не значит, что изменить своим принципам. Это значит для себя самого или самой сделать что-то хорошо, но с меньшей потерей энергии, сил. Ну, есть люди всегда в окружении любого из нас, которые не думают так, как мы, или у них сложный какой-то характер, и мы их не должны менять, мы их не должны воспитывать, мы должны, если уж нас судьба с ними сталкивает, решать те или иные вопросы и задачи. Значит, будет все зависеть от того, как мы сумеем с ними вот этот самый компромисс произвести. И тогда совершенно новые реалии, мои дорогие козероги. Что же третье? А тогда обнуление. Посмотрите, нулевой аркан. И здесь нельзя зазеваться, здесь нельзя размечтаться, хотя как раз о новом этапе жизни что-то у вас завершается. Но красиво это нужно завершить. По нулевому аркану проходит новое вдохновение, новое качество жизни. Все то, что я только что говорила с предыдущими двумя старшими арканами Солнце и Мир. И совершенно новая история какая-то. У кого-то это, знаете, как личные отношения. И, может быть, прежняя история личная тоже. Вы еще не завершили де юре те или иные вопросы, но абсолютно понятно, что уже сейчас... мы, и может быть уже какой-то период времени, мы настолько разные, настолько взаимопонимание нам сложно найти, что мы друг от друга устали, и здесь завершать надо. Но, может быть, есть вопросы имущественные, какие-то вопросы, связанные с детьми, или вопросы, связанные с деньгами. То есть вот это тоже все нужно завершить. Вот закрыть гештальт для вас задача номер 1. Давайте мы посмотрим. А что же скоро произойдет? Интересно, карты рассказывают. И ведь посмотрите, как у вас выпало, мои дорогие козероги. Солнце, да? Карта счастья, карта радости, карта совершенно иного качества жизни. И здесь, что скоро произойдет? Старший аркан Мир. 21 и дальше. Нулевой начинается аркан в колоде. И он у вас выпадает. Тут действительно завершить вам жизненно важно и необходимо. Так что же тогда дальше произойдет? Нулевой аркан, как карты видят. Самое главное, не устраивайте глубокую философию. Вас могут склонять к тому. Или на вас могут давить, мои дорогие козероги, призывая вас к какой-то ответственности. Или вы люди надежные, могут давить именно на то, что ты же обещал, или ты же говорил, что вот так правильно. Зная ваш характер и вашу меру ответственности, кто-то может вас именно выводить на минусовые эмоции, дабы заставить вас в себе сомневаться. Или дабы, знаете, как вы начали вспоминать прошлое, что там было хорошо. У кого-то в конечном итоге ведь может быть и как личная история, когда нужно одни отношения завершить для того, чтобы идти в другие отношения, и они уже сложились, но могут говорить вам, что нет, ты вспомни, как было нам хорошо, у кого-то даже так. И вот эта ностальгия, она вам будет мешать, она вам будет создавать барьер из сомнений. Когда выпадает 8 мечей, нам говорят, нет, реальность другая. Увидь, будь реалистом, вот все то, что по 9 жезлов в самом начале. Поэтому любые наши воспоминания, так же как и сомнения, как карта внутренних страхов, это проходит карта также, и оно понятно, если мы говорим, что какая-то история завершается, всегда определенный тремор есть перед тем, как мы в новую жизнь вступаем или пытаемся что-то изменить. Мы ведь не можем спрограммировать, как там будет дальше, но быть готовым к тому, что неожиданности какие-то сами по себе будут, но не создавать себе дополнительных проблем, вспоминая прошлое. Вот вам оно здесь мешает, создает вот тот самый барьер из сомнений. Итак, что будет дальше? Старший аркан Колесница. Перемены. У вас такие глобальные перемены, мои дорогие козероги. И значит, как минимум один вопрос у вас проясняется в течение мая, и это будет дальнейшее развитие совершенно в каком-то новом ключе. От ваших действий, безусловно, и от ваших решений. Готовы вы вступить на новую тропу судьбы,
которую вам уготовила как раз пространство, Вселенная, ваши ангелы. По карте колесницы переезд у кого-то проиграется, смена места жительства. Может быть, потому что вы личную жизнь меняете. Для кого-то это может проиграться новая работа, мои дорогие. Релокация офиса. Или когда меня смотрят люди из разных стран, когда необходимо уже переехать, потому что обстановка какая-то становится, ну, совершенно неприемлемой для того, чтобы оставаться в прежнем месте. И тогда тоже вам страхи не должны помешать. Страхи оставить то, к чему мы привыкли. Или то место, которое для нас было комфортно. Здесь все-таки есть момент выход из зоны комфорта. Как ни крути. Четвертое. Или событие, или что важно знать, или что скоро произойдет по Луне. Вот нам уже сказали по карте мир, и я вам говорила, что быстро какой-то вопрос, процесс не решится. Да и по нулевому аркану мы не должны собой рисковать, с учетом аркана, опять же, старшего Луна, и того аркана, который выпадает как нулевой в предыдущем триплете. Не подставляйте себя под удар. Это первое, что я вам хочу сказать. Не рискуйте собой. Не находитесь в зоне риска. Почему-то для вас в течение мая, вот есть, я предполагаю, что это не для всех. Но, к примеру, если вы оказываетесь в толпе, вот есть такое выражение «меня несет толпа». Мои дорогие козероги, вам в другую сторону. Толпа – это всегда опасно. Чем? Мы не можем влиять, изменить ход событий нашей жизни, когда мы находимся в толпе. Буквально нас несет. И это говорит о том, что вы должны управлять своей жизнью. Нам все карты об этом сказали. И создать для себя риск даже через нахождение в какой-то, может быть, общности или в какой-то ненужной компании. Вот у кого-то и так проиграется. Или поддаться на какие-то уговоры. Ведь по Луне 1000 неопределенностей. Да, нам говорят, пройдет время, и все встанет по своим местам. Выглянет солнце. Луна – это не навсегда. Но, видимо, пока вот какая-то, как и турбулентность может быть, перемены. И вам придется пройти вот эту самую адаптацию, надеясь на самого себя или на саму себя. В хорошем смысле эта карта проигрывается. Я сейчас сказала как раз больше про негатив. Я должна это сказать. Потому что по Луне с учетом нулевого аркана мы можем совершить какую-то ошибку, оплошность. Это не значит, что что-то глобальное. Но потом мы как-то будем вынуждены расхлебывать какое-то дело. Или уделять внимание собственному здоровью. Иногда бывает и так. Мы как будто оступились. Но со знаком плюс. Эта карта проигрывается... Тепло домашнего очага, эмпатия, искренность отношений, когда друг друга понимают без слов, интуиция, да, вот если мы говорим. Интуиция – это где-то интеллект и наш прежний опыт, но тогда у нас есть человек, который вот нас так вот без слов понимает. Но тем не менее, мы рассматриваем старший аркан Луна. Что скоро произойдет? Пусть нам по Луне хотя бы немножко карты скажут. Что-то вы будете сохранять, карта жадины. Есть, значит, у вас отношения какие-то, или ваша работа, ваш вид занятости, или то, что для вас дорого любимо, то, что вы хотите сохранять. Сохранить самого себя. Вот в контексте того, что со знаком минус, и я сказала в самом начале, тут буквально себя сохранять, как и физически, где-то не подвергая себя риску, так и финансовому риску по этой карте себя тоже не следует подвергать. И есть то, что все же должно быть сохранено и продолжено. Или когда у вас, карты могут так сказать, когда у вас в вашей жизни в течение мая наступают периоды, когда я не могу с чем-то определиться, сориентироваться, тогда остановитесь, осмотритесь. Это где-то опять же 9 жезлов, то, с чего началось наш прогноз, гадание. Тогда не следует, знаете, какую-то ситуацию педалировать, ускорять искусственно. Если видите, что что-то становится на паузу, значит, не пытайтесь одним махом решить все вопросы. Часто по карте Луна нам нужно выбрать место нашего проживания, как моя крепость, мой дом, цитадель. И для кого-то пройдут, может быть, отношения такие, которые вам нужно завершить, потому что
Они бывают опасны, правда? Вот у кого-то и так проиграется. Тогда сохраняем саму себя. Чаще это в отношении женщин проигрывается. Так что же тогда случится? Тут именно на новое качество жизни. По рыцарю мечей, может быть, придется, правда, куда-то срочно отправляться, потому что обстановка к этому располагает. Или вам придется согласовывать документы, потому что тоже как-то обстоятельства на вас так влияют, действуют. Или это может быть встреча с человеком. Иногда по этой карте проигрываются проверяющие, которых мы не ждали, а они явились. И тогда все равно не торопитесь, умейте держать паузу, вам это помогает. И по этой карте мы ищем конкретную информацию, как что-то сделать по закону. Вот у вас все должно согласовываться с пунктом закона, мои дорогие, и тогда больше будет ясности. По рыцарю мечей для кого-то это просто в сочетании с картой Луна необходимость быстро куда-то ехать, как я сказала. Но тогда, мои дорогие, будьте очень осмотрительны. Давайте я достану как карту совет, что же это может быть. Тут даже не столько ехать, как быстро какой-то выбор вам придется делать в мае. Может сложиться обстановка таким образом, что вокруг неясно, на кого-то не понадеешься, а выбор делать нужно. И что же тогда? По семерке мечей. Будьте хитры и изворотливы, правда, сохраняйте самих себя. Готовьтесь к тому, что люди будут манипулировать. Значит, и вам придется быть серым кардиналом. Вам придется манипулировать или будут манипулировать вами. Сохраняйте, вот не случайно выпала четверка пентаклей. Сохраняйте свое финансовое положение в каком контексте. Будьте внимательны к сумочкам, будьте внимательны к паролям, аккаунтам. Не соглашайтесь на мутные сделки, не соглашайтесь на уговоры лиц, которых вы не знаете, и вообще исключите те ситуации, которые двойственные, чтобы не попасть в какую-то зависимую ситуацию. Здесь, правда, нужно быть хитрее, изворотливее, и, может быть, у вас получится быстро как-то сориентироваться по обстановке и выйти буквально сухим из воды. У кого-то так по делам могут сложиться обстоятельства, а для кого-то это будет складываться история с вашим переездом. Наверное, все равно выбор, он даже не один. И временами вам может казаться, что ничего не меняется. Меняться оно будет, но это вы должны изменить направление собственных решений, мои дорогие козероги. Хотя помимо этого еще и обстановка вокруг вас, она вас будет словно подталкивать к какому-то очень важному для вас жизненному выбору. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.